Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня я хочу показать вам, как я вывязываю подошву для детских пинеток. Для пинеток буду использовать вот такую пряжу Yarn Art Jeans. Состав 55% хлопок, 45% полиакрил. Очень мягкая для деток. В 50 граммах 160 метров. Крючок буду использовать 3,5 миллиметра. Для начала набираем 17 воздушных петель. Нам нужно 2 воздушные петли подъема и 15 петель. Я буду вязать на размер 11 сантиметров, 10,5 и 11. Вот тут я вам дала такие показатели по размерам детям до 1,5 лет. Мне нужна подошва на возраст 7-8 месяцев, так что 10,5-11 сантиметров будет самый в раз. Под размер учитываем плотность вязания, крючок, пряжу и потом смотрим, на какой размер нам нужно. Первый ряд начинаем с 3 петли от крючка и вяжем сначала 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семь столбиков без накида провязали, дальше вяжем столбики с накидом, 7 тоже. Один, два, три, 4, 5, 6 и 7 столбик с одним накидом. Вот провязали 7 столбиков без накида, 7 столбиков с накидом, у нас осталась 1 петля. В эту петлю провязываем в одну петлю 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик с одним накидом в эту же петлю. На этой стороне вяжем симметрично. Сначала 7 столбиков с одним накидом, потом 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, вяжем столбики с накидом, 4,
5, 6 и 7-й, последний столбик с одним накидом. Теперь провязываем 7 столбиков без накида. Эту ниточку можно обрезать, чтобы она не мешала. И столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, последний 7-й. Вначале мы оставляли 2 воздушные петли, вот под них вяжем 4 столбика без накида. Раз, 2, 3 и 4. Провязали первый ряд, и теперь в первую петлю соединительный столбик. Начинаем второй ряд. 3 воздушные петли подъема. Эти петли заменяют нам 1 столбик, и вяжем еще 15 столбиков с одним накидом. Вместе с этими воздушными петлями 16 столбиков с накидом. Вот довязываем 16 столбик с одним накидом, и теперь в каждую из следующих 5 петель вяжем по 2 столбика с одним накидом. Провязываем 5 петель по 2 столбика с одним накидом. 5 раз по 2 столбика. Провязали 5 петель по 2 столбика с накидом, и теперь вяжем опять 16 столбиков с накидом. В конце у нас остается 3 петли, и вот в эти 3 петли вяжем в первую петлю 3 столбика с накидом, во вторую 4 столбика с накидом и в третью 3 столбика с накидом. Первую петлю 3 столбик, теперь в следующую 4, 1, 2, 3 и 4. Последнюю петлю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3 столбик. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в 3-ю воздушную петлю подъема.
Второй ряд у нас готов. Приступаем к третьему. Начинаем с 3 воздушных петель подъема. Дальше провязываем 16 столбиков с накидом вместе с этими 3 воздушными петлями. То есть 3 воздушных петли и 15 столбиков с одним накидом. Провязали всего 16 столбиков с накидом и дальше вяжем таким образом. В первую петлю 2 столбика с одним накидом. Во вторую 1 столбик с накидом. В следующую 2 столбика с накидом. Снова в следующую петлю 1 столбик с одним накидом. Центральные 2 петли вяжем по 3 столбика с одним накидом. Раз, 2, 3 в первую петлю. И раз, два, три во вторую петлю. Теперь в обратном порядке в одну петлю 1 столбик с накидом, в следующую 2 столбика с накидом, снова 1 столбик с накидом. В следующую петлю 2 столбика с накидом. Вот провязали, теперь вяжем 16 столбиков с накидом. Заканчиваем 16 столбиков и вяжем дальше. В первую петлю 2 столбика с одним накидом, 1 столбик с одним накидом в следующую, снова 2 столбика с одним накидом, один столбик с одним накидом. Здесь в центральные 2 петли провязываем по 2 столбика с накидом. 1, 2, это в первую петлю, 1 снова, 2 во вторую петлю.
Дальше чередуем в обратном порядке. В петлю 2 столбика, затем 1, 2 столбика, 1, 2 столбика в одну петлю, один столбик в следующую, 2 столбика в одну петлю, один столбик, заканчиваем ряд соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема. Все, наша подошва для пинетки готова. Теперь нить мы можем обрезать. Перетягиваем ее на изнаночную сторону и там с той стороны уже прячем. Лишнее обрезаем. Подошва полностью готова. Теперь мы можем замерить, какой длины она у нас получилась. Я говорила, что мне надо 10,5, 11. Как видите, четко получилось по размеру. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, будет много еще интересного. Задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. До новых встреч!